Казаки. Кто это? Веселые ребята в шароварах и с чубами из советских мультфильмов? Свободный и боевитый народ из произведений Гоголя? Или беспредельщики от власти, избивающие людей на митингах? Сегодня разберемся с тем, кем были исторические казаки, кто такие казаки нынешние и как стать казаком, если вдруг вам очень захотелось. Кстати, по переписи 2010 года казаков в России было 67 573 человека. Хватит, чтобы небольшой город заселить. А пока вы еще не скачете наконец шашкой наголо, оставьте лайки, пишите комментарии и помогайте мне распространять этот ролик среди как можно большего числа людей. В последнее время казаки в глазах стороннего человека все больше связаны со скандалами. Я, например, рассказывал, как на московском митинге в мае 2018 года какие-то ряженые в казачьих нашивках избивали людей. Казаки также занимались тем, что пароли участников Pussy Riot в Сочи. Или, например, допрашивали екатеринбургскую молодежь в рамках, цитирую, борьбы с гейством. Так они пытались задержать студента с серьгой в ухе и довели до слез волонтера фестиваля уличного искусства граффити. А недавно в Ставрополе казаки из народной дружины напали на ребят, которые катались на площади на велосипедах BMX. Казак отобрал велосипед и нанес жертвам несколько ударов. Фонд «Справедливая помощь» доктора Лизы в 2019 году сообщал о нападении людей в казачьей форме на бездомных. В общем, казаки стали известны как люди, которые беспочвенно и безнаказанно нападают на мирных граждан. Иногда, правда, до них доходит, что они неправы, и казаки даже принимают меры. Свои казачьи. Например, те, кто в 2018 году порол людей нагайками на митинге, он нам не царь в Москве. Другие казаки в наказание тоже выпороли. Видимо, клин клином вышибают, а нагайку нагайкой. В начале мая Илон Маск написал в Твиттере, что присматривает себе щенка породы Сибу Ину. В тот же день токен с аналогичным названием вырос на 68%. 25 июня бизнесмен выложил еще один твит. В нем он рассказал, что выбрал щенка и назвал его Флоки. За 15 минут после публикации стоимость токена Сибу Ину выросла еще на 26%. Но на этом все не закончилось. Через 9 минут после появления твита на децентрализованной криптобирже Uniswap был создан токен Флоки. За час его цена выросла на 795%. Если кто-то захочет заработать на сообщениях Илона Маска, то придется быть очень быстрым и подписаться на его аккаунт в Твиттере. А еще зарегистрировать аккаунт на криптобирже. Сделать это можно на криптоплатформе Currency.com. Торговая платформа Currency.com предлагает для обмена и трейдинга биткоин, эфир, биткоин кэш, Ripple, Litecoin и многие другие криптовалюты. А также на платформе доступно более 2000 токенизированных активов. Это токены, цена которых на криптобирже соответствует стоимости ценной бумаги, сырьевого товара, индекса или другого базисного актива. Купить или продать криптовалюту можно с помощью фиатных средств. Это любое платежное средство, ценность которого устанавливается выпускающим его государством. По сути, это все современные государственные валюты – рубли, доллары, евро или иены. Клиенты с картой Сбербанка смогут сэкономить на комиссии, потому что у криптобиржи Currency.com счет в Сбербанке России. К тому же здесь нет скрытых сборов. Сейчас на торговой платформе можно получить токен в подарок. Для этого нужно получить реферальную ссылку на сайте, отправить ее другу и ждать, когда он пополнит аккаунт в криптовалюте и совершит первую операцию на платформе. Затем вы оба получите токен. Сделать это могут как новые клиенты криптобиржи Currency.com, так и уже зарегистрированные. По ссылке в описании к этому ролику можно пригласить друзей и получить бонусы от криптобиржи Currency.com. Куда же мы теперь? А какая нам разница? На то мы казаки. Вообще, изначальное казачество имеет довольно мало общего с нынешним. Оно появилось примерно в середине 16 века, то есть около 500 лет назад. Есть две основные версии происхождения казаков. По первой, казаками стали беглые крестьяне и холопы. Из центральной России они бежали на волю в дикое поле. Это такие степи между Днестром и Доном, вблизи Азовского и Черного морей. По этой версии получается, что казачество — это сообщество славян, решивших жить свободно подальше от власти. По второй версии, казаки — это вообще отдельный этнос, который получился в результате смешения славянских, скифских, аланских и других племен.
Есть мнение, что казаки частично произошли от половцев, которые до сих пор терзают Владимира Путина. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы. А вот Адольф Гитлер писал, что казаки произошли от германского племени остготов. Версия о том, что казаки — это отдельный этнос, объясняет культурные различия между казаками и прочими славянскими народами. Однако исследования ДНК показывают, что казаки все же славяне, а никакой не отдельный народ. Какая бы версия ни была верной, а в 16 веке казаки уже сформировали вольные воинские общества, которые называют казачьими войсками. Самыми известными стали Запорожское, Донское, Волжское и Яицкое казачество. Но за всю историю их было несколько десятков. Казачьи войска были независимыми, но периодически нанимались в услужение то тому, то другому государству. Например, в русско-польской войне 1654-67 годов казаки участвовали сразу с двух сторон. В 17-18 веках российские правители стали ущемлять свободу донских казаков, что привело к нескольким крупным восстаниям. Главными среди них были восстания Стеньки Разина, Кондратия Булавина и Емельяна Пугачева. Все эти восстания закончились поражением казаков, и после каждого они теряли часть своих свобод. После восстания Разина им запретили вербовать людей за пределами Дона. После восстания Булавина были отменены выборы атамана, что лишило Дон демократии, а после подавления бунта Пугачева Донское и Яицкое казачество лишились независимости, а Волжское и Запорожское были вообще расформированы. После всего этого в 19 веке казаки из вольного народа превратились в военное сословие, которое служит государству в обмен на привилегии. Новые казачьи войска уже не возникали сами по себе, а создавались правительством. Сначала казаков использовали для охраны границ и международных войн. Но в 1905 году их отправили подавлять революцию. Причем уже тогда был отработан метод, примененный на недавних московских митингах. Казаки пороли людей нагайками. По данным Главного управления казачьих войск, на подавление беспорядков было брошено около 110 тысяч казаков. В частности, солдаты казачьего полка участвовали и в событиях так называемого «Кровавого воскресенья», когда власти силой разогнали шествие рабочих, по официальным данным убив 130 человек. Неофициальные источники говорили о нескольких тысячах жертв. В дальнейшем казаков активно использовали для подавления множества выступлений в ходе Первой русской революции. Их зачастую бросали против бастовавших рабочих или для усмирения населения в разных регионах. Местные жители жаловались на особую жестокость и мародерство казаков, хотя утверждается, что против невооруженных граждан их отправляли без огнестрельного оружия, только с нагайками. Однако убийства и нанесение увечий для казаков во время тех событий не были редкостью. После этого уже никто не воспринимал их как свободных воинов. Казаки окончательно превратились в государевых слуг. В революцию 1917 года казаки по большей части хранили нейтралитет и в последующей гражданской войне тоже не хотели участвовать. Ситуация изменилась в начале 1918 года, когда большевики стали отбирать у казаков землю и продовольствие. К маю Донская армия атамана Петра Краснова выбила большевиков с Дона, выступив на стороне белых. Однако выиграть гражданскую войну белым не удалось, и после поражения началась массовая эмиграция казаков. По разным оценкам, Россию покинуло от 40 до 300 тысяч казаков. Стоит отметить, что это были и казаки, которые воевали за красных, хотя их и было меньше. По окончанию гражданской войны в Советском Союзе происходили так называемое расказачивание, в ходе которого казаков лишали отдельной культуры, традиций, земель и имущества. Иногородних, которые приезжали в традиционные казачьи регионы, натравливали на казаков. Происходили массовые расстрелы, сожжения станиц, целые хутора выселяли, чтобы отдать их землю людям из других регионов. Советская власть считала, что казаки могут стать оплотом для контрреволюции, а потому сразу решила уничтожить казачество, смешав казаков с крестьянами. Репрессии продолжались и в 30-е годы, когда, по данным историка Дмитрия Пеньковского, было депортировано из разных регионов не менее 300 тысяч казаков. А вот в эмиграции казаки разъехались от Южной Америки до Австралии, создавая собственные общества и станицы, и стараясь как-то сохранять свою культуру. Мои прадеды родились на территории Российской империи. В начале 1920-х годов покинули Российскую империю, эмигрировали за границу. Там прожили территорию Трехречья. И в Австралии здесь уже я родился, и моя мать тут родилась. То есть уже мы, будем сказать, уже в 5-м поколении практически находимся за границей. На современный день я как атаман, я принимаю в казаки
тех людей, которые горят казачьим духом. Да? Я верю в том, что мало родиться казаком. Нужно еще и быть казаком. У нас в Австралии, например, есть люди, чьи предки являются офицерами Белой армии. Казаки, там, у них даже в роду полковники, генералы и так далее. Да? Но никакого патриотизма, никакого казачества не наблюдается среди потомков этих людей. Я не за всех говорю, я говорю за некоторых людей. Что касается на территории России, конечно, казаки должны в каждом регионе быть мобилизированы, готовы защищать интересы казачьего народа, русского народа. Я согласен, если будет митинг, который не соответствует государственной политике, да, надо разогнать. Почему и нет? Казаки должны разгонять митинги. Если вышли на площадь и пропагандируют переворот государственный, разогнать их сразу. Не допустим Майдана в России. Отношение нынешнего российского казачества к дореволюционному вопрос очень спорный. Кто-то считает, что сейчас казаками становятся потомки прежних казаков, которые сохранили традиции и мировоззрение предков. Другие говорят, что современное казачество — это государственный пропагандистский новодел, а казаков называют вообще ряжеными. Надо отметить, что еще в Великой Отечественной войне за Красную армию воевали отдельные казачьи дивизии. Но процесс так называемого возрождения казачества начался только в 80-е годы прошлого века. Первые возрожденные казачьи организации считали казаков отдельным народом и стали носить казачью форму, чтобы выделяться визуально. Однако в законе о реабилитации репрессированных народов, принятом после распада СССР, казаки были указаны не как отдельный народ, а как сословие, то есть общественная группа, объединенная определенной профессией. Позднее появился проект закона о казачестве, который предлагал возродить казачье сословие, дав казакам право получать земельные наделы и платно участвовать в государственной службе. О законе в Государственной Думе спорили 3 года. В итоге приняли его в 1999 году, но президент Борис Ельцин наложил на него свое вето. Окончательно принят закон был только в 2005 и совершенно в другом виде. Казакам вроде бы вернули сословные черты, но только тем казакам, которых выбрало само государство. Так и получилось, что казачество возникло из жажды свободы и нежелания служить государству, а превратилось в организацию, полностью этому государству принадлежащую и контролируемую. Если после всего рассказанного вам еще хочется стать казаком, сейчас я расскажу, как это сделать. Согласно официальному сайту российского казачества, да-да, есть и такое, чтобы стать казаком, вам надо в первую очередь написать заявление о приеме на имя атамана того общества, в котором вы хотите служить, быть, состоять. Также потребуется письменное ходатайство 2 казаков из этого общества, которые состоят там не менее 2 лет. Нужна еще заполненная анкета и фотографии, ну еще аттестат об образовании не помешает, чтобы абы какой дурак в казаки не пошел. Минимальный порог образования, правда, не указан. Военный билет, удостоверение прохождения службы, а также документы о государственных наградах тоже пригодятся. После этого проходит голосование казачьего общества, и вопрос о принятии нового члена решается большинством голосов. Тогда же назначают испытательный срок, во время которого надо учить устав и прочие правила казачьего общества, включая правила ношения казачьей одежды. Какие есть требования к потенциальным казакам? Ну, во-первых, нужно быть мужчиной, нужно быть православным, совершеннолетним и разделять идеи казачества, еще изучать и признавать устав казачьего общества. Здесь, кстати, интересно, потому что на недавнем параде Победы по Красной площади прошли казаки-буддисты. Вот так это было. Так что, видимо, не обязательно быть православным, чтобы стать казаком. Кстати, жена и дети новоиспеченного казака автоматически тоже становятся казаками, если сами не против этого. Еще, кстати, есть присяга казака, которую надо принести перед всем обществом. Есть, правда, еще разделение казаков на реестровых, то есть государственных, и нереестровых, то есть свободных. Чтобы попасть в реестр, казачье общество должно обратиться в Министерство юстиции. Только те казаки, чье общество включили в реестр, могут официально работать на государство. Сейчас реестровые казачьи общества делятся на хуторские, станичьи, городские, районные, окружные и войсковые. Реестровые казаки могут заниматься охраной общественного порядка, ликвидацией чрезвычайных ситуаций или, например, охраной государственных объектов. Чтобы стать реестровым казаком, нужно вступить в казачье общество, включенное в реестр. В противном случае можно быть казаком, но государственную службу нести нельзя. В общем, стать казаком не так уж и трудно. Правда, женщина может стать казачкой, только выйдя замуж за казака. Феминизм в казачье общество пока еще не пришел.
В нынешней России казаки выглядят как такая альтернатива полиции, которая творит, что хочет и ни за что не отвечает. Но на деле прав у казака не больше, чем у обычного гражданина. Казачий статус не дает, например, никакого особого права на ношение оружия. Правда, казачье общество часто создают охранные организации, куда нанимают своих членов и выдают им оружие уже на законных основаниях. Также казаки могут служить в армии и Росгвардии, но опять же на общих основаниях. Есть, однако, одна лазейка. Порядок службы казаков государству определяют региональные власти, а потом их могут привлечь к любой работе, включая, так сказать, охрану общественного порядка на митингах. А учитывая, что официально сотрудниками органов правопорядка эти казаки не являются, то и позволяют себе что угодно без какого-либо страха за последствия. С другой стороны, физический конфликт с казаками в таком случае тоже не должен квалифицироваться как нападение на сотрудника государственных органов. Однако и здесь возможна лазейка. Никогда ведь не знаешь, кем официально числится надевший казачью форму человек. Таким же полуофициальным способом казаки участвуют и в военных действиях. Например, в Донбассе активно действовала казачья национальная гвардия, созданная в 2014 году и собранная из добровольцев. Правда, входили туда те казаки, что не вошли в государственный реестр и не несли государственную службу. То есть формально это были не связанные с российской властью добровольцы. Боевые действия в Донбассе для них закончились конфликтом с армией Луганской Народной Республики. Впоследствии казаки были либо разоружены, либо вошли в состав милиции ЛНР. Были казаки на войне в Сирии и в Югославии, но не в качестве дополнительных казачьих полков, а как добровольцы. Участвуют они и в более мирной работе. Например, в Сочи казаки помогают полиции в патрулировании улиц. Вы, кстати, в Сочи казаков можете встретить прямо в аэропорту. Они дежурят в аэропорту. Правда, почему-то порядком они там не занимаются, потому что вместе с казаками вас встречают жулики-таксисты, и стоят они буквально бок о бок. Кстати, в Сочи на новогодних праздниках в этом году на 3 полицейских патрульных приходился один казак. Вообще есть проблема в том, кого можно считать казаком, а кого нет. Официально казаками являются только те, кого Минюст внес в реестр казачьих войск России. Не находящиеся в этом реестре люди могут вполне носить казачью форму и быть членами казачьих обществ. Так что формально люди, избивающие нагайками протестующих на площади, могут и не считаться казаками. А учитывая, что только в реестре Минюста числится 11 разных казачьих обществ, одни казаки вполне могут быть не согласны с тем, что делают другие. Казаки такие же граждане нашей страны, как и другие граждане. Соответственно, у них нет никакого законного основания, тем более внутреннего какого состояния, чтобы бить других граждан. Это у них нет ни прав, не должно быть желания такого. Пресекать правонарушения, допустим, привлекая при этом сотрудников полиции, да. А как казаки к этому относятся? Ну, конечно, негативно. Конечно, негативно, потому что такие люди, они позорят казачество, что не соответствует, нашим устоям и традициям. То есть, конечно, негативно. Любопытно понять и то, как в целом функционирует казачье общество. Чем занимаются казаки, когда не воюют и не патрулируют улицы, и на что они живут. В основном казаки занимаются, как издавна, это сельское хозяйство, это ближе к югам России. Также работают и на заводах, и на фабриках. В свободное время, они казакуют. Что это значит? Ну, естественно, посещение, церкви. Потому что казак без веры не казак. Это занимается очень много с молодежью. Казачьих подразделений занимается молодежью. Охраняют мероприятия различные. Несут государственную службу. Где-то границы охраняют, где-то территории охраняют. Казачье общество живет точно так же, как и все наше общество. Если это казачье формирование, станица или хутор, которые зарегистрированы, как правило, при каких-то храмах они относятся к какому-то храму. Например, казаки живут все по квартирам, собираются они по каким-то мероприятиям или в храме, естественно, по выходным. Они, естественно, ведут образ жизни такой, как на работе работают, понятно, свои семьи и так далее. Если казаки живут компактно, в плане, станицы, хутора или другого, они могут заниматься любым видом бизнеса. То есть в казачьем уставе прописано все, что угодно. То есть можно заниматься и торговлей, и производством, и всем чем угодно. Что касается поддержки государства, да, я могу такой сказать пример. В 2015 году был изменен в России земельный кодекс. И убрано оттуда все, что касалось земли, всякие временные, безвозмездные пользования и так далее. Оставили только собственность, либо аренда. И вся земля сейчас идет через тендер, через аукцион. А оставили в законе только русскую православную церковь, которая может взять земельный участок без тендера, без аукциона. И, власть
наша добавила туда войсковое реестровое казачье общество. То есть казаки могут взять землю, сельхозземлю, без конкурса, без тендера. Считается, что разными акциями, вроде атаки на Pussy Riot или нападения на Навального, занимаются так называемые ряженые казаки, то есть члены общественных организаций, которые причисляют себя к казачеству, но в государственном реестре при этом не зарегистрированы. В прошлогоднем указе президента говорится, что право носить казачью форму и шашки имеют реестровые казаки. При этом купить казачью форму вполне можно в интернете. Никаких документов продавцы, понятное дело, не спросят. Что касается наказания, то незаконно носить форму реестровых казаков, а другую вполне можно. Вот только чтобы отличить реестровую форму от нереестровой, надо быть каким-нибудь казаковедом. Обычный человек вряд ли разберется и отличит государственного казака от ряженого общественника. Со стороны современные российские казаки кажутся бандой ряженых, которые сами провозгласили себя казаками, создали какие-то общества и теперь творят беспредел, пользуясь покровительством государства. Возрождение казачьей истории после советских репрессий, может, было правильным делом, но вряд ли настоящие казаки одобрили бы этих государственных холопов, которые бьют женщин нагайками и воюют против свободы. Проблема сегодняшних казаков как раз в их полулегальном статусе. То есть, с одной стороны, государство их признает, с другой не признает. И отсутствие контроля. То есть, казаки, они же претендуют на контроль над улицами. Они хотят патрулировать, они хотят навязывать свои правила. Они хотят говорить, что такое хорошо и что такое плохо. При этом, если сотрудники полиции, например, действуют в соответствии с законом о полиции. И сотрудника полиции есть определенный спрос, он работает по уставу, у него есть там права, обязанности, вы можете запросить у него удостоверение и так далее, и так далее. То есть с сотрудником полиции есть хоть какая-то понятная коммуникация. Да, мне сейчас скажут, там есть беспределы, это все есть, конечно, и мы об этом тоже говорим, но, по крайней мере, сотрудник полиции — это понятная единица, представитель власти, с которым есть какая-то понятный протокол коммуникации. Кто такой казак для меня, это непонятно. Это некий человек, который почему-то надел форму, который почему-то говорит мне, что мне делать, а что мне не делать. И есть казаки, нормальные ребята, есть казаки, кто хранит культуру, и это очень здорово. Я считаю, что вообще богатство России — это как раз вот это вот множество культур, множество традиций. И очень важно, чтобы те же самые казаки свою культуру сохраняли. Но помимо культуры важны и те границы, за которые эти казаки не будут выходить. То есть, например, я очень хочу, чтобы были казачьи праздники, чтобы они там соревновались там на лошадях, еще что-то, казачья кухня, казачья культура. Это супер круто, я с удовольствием бы какой-нибудь этнокомплекс бы поехал, и, не знаю, по каким-нибудь деревням, это очень интересно. Классные ребята, там классные мужики, девчонки, в общем, все здорово. Но когда эти люди или другие люди в казачьей форме, например, надевают форму, идут патрулировать улицы и подходят ко мне, что-то с меня спрашивают, я уже не понимаю, кто он такой. И я не хочу, чтобы такие люди приходили. Когда эти люди начинают идти и закрывать какие-то выставки, да, вот я был на винзаводе, когда они пикетировали галерею Марата Гельмана. Какие-то непонятные люди пришли с орденами, что-то какие-то непонятно где они эти ордена взяли. Начали закрывать, толкаться, какие-то устраивать какие-то провокации, как уже я сказал, они приходят на митинги или еще что-то. Это, на мой взгляд, неправильно. Потому что есть государство, и все-таки монополия на насилие, оно должно оставаться у государства. Не должен кто угодно брать плетку, нагайку, что угодно, палку и идти на улицу творить добро, как он это добро себе видит. И тогда с казаками не будет никаких проблем. Вот такая вот краткая история. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Пишите, кстати, если казаки в вашем городе, чем они там занимаются, будет интересно почитать.